Добрый день. Каждый из нас, кто играет в Северную Сэм уже достаточно давно, хотел бы, чтобы игра совершенствовалась и шла вперед. Но вот смотря на стандартный геймплей в Сэме и контент Workshop, я каждый раз запускаю очередной мод, спрашиваю себя, а принесет ли этот мод что-то новое? И большинство приносит Сэма новое оружие, новые карты, врагов, а иногда и новый сюжет. Но этих аспектов также мало для совершенствования, но они необходимы. Мы уже обсудили вопрос о боссах еще в обзоре на Красный Теннис. Там я пришел к выводу, что Доминатор, буквально говоря, лучший босс мода. Что именно его качество хорошо подходит под понимание современного босса. А это мобильность, стремительность, опасность и, что не менее важно, сбалансированность между всеми его способностями. Враги. О врагах можно говорить много и очень долго. В большинстве своем враги в Сэме довольно примитивны. Одни запускают снаряды, наносящие урон, другие переходят к ближней атаке. Я не говорю о том, что такие атаки это плохо, я имею в виду, что это все. Противник чаще всего владеет двумя атаками, а иногда всего одной. Я считаю, что это неправильно. Монстру стоит дать больше свободы, больше вариаций атак, заставить игрока думать в битве, а не просто зажав курок, бежать назад и в сторону. Тем не менее, не стоит думать, что только дав пару новых атак, вы избавитесь от скучности противника. Нет. Атаки монстра должны быть самыми разными. Как пример, можем разобрать парочку вариантов, которые более-менее могли бы быть сбалансированы. Но для этого используем сначала стандартных противников. Обычный безголовый ракетчик – простое наполнение в бою. Мясо, не способно нанести достаточно урона и доставить проблем. Клир – хороший вариант среднего врага, который опасен как поодиночке, так и в большой толпе. Имеет он прыжок, которым является основной мобильность при атаке, цепные була, а также может атаковать когтями. Старший биомеханоид – противник опасный, большой и живучий. Обладает лишь двумя атаками. Первый это простой залп двух ракет, а второй появляется только в третьей части оригинальной игры и дает биомеханоиду сделать залп сразу из нескольких ракет. Это наши три максимально усредненных противника, качества которых можем использовать для создания своих теоретически продвинутых врагов. Итак, мы уже определили, что у нас есть три параметра. Это живучесть, урон, а также мобильность. Давайте возьмем безголового ракетчика и начнем менять его параметры. Допустим, дадим ему немного выживаемости и урона. Теперь это не безголовый ракетчик, а зорг. Но если мы все равно хотим сохранить саму суть безголового, то вот бронированный безголовый, который все еще недостаточно силен, чтобы стать средним противником, но уже не так слаб. А что если добавить мобильность, спросите вы? А вот тут уже раскрывается суть. Что как только вы перестаете смотреть только на урон и здоровье, вы замечаете, что мобильность Сэмми довольно сильный параметр. Добавив просто ракетчику мобильности, увеличив скорость передвижения, ничего почти не изменится. А вот что если сделать эту мобильность атакой? Например, пусть у него будет резкий рывок в сторону, во время которого ракетчик будет выпускать 5-6 снарядов не точного игрока, а в примерную область от него. Ракетчик станет сильнее, не изменив свой показатель здоровья и урона, а также станет уже новым противником. Поняли пример? Переходим к Клиру. Клир уже неплохо продуман. Он имеет одну дистанционную атаку, две в СС-3, так и две ближних, одна из которых как раз еще и является увеличением мобильности. Чтобы использовать Клира как хороший шаблон, стоит запомнить, что увеличивая мобильность мы должны либо не трогать, либо уменьшить здоровье и урон, так как увеличение мобильности невероятный баф. Ну, умелые люди смогут и с увеличением урона и здоровья, а также с увеличенной мобильностью правильно использовать врагов, чтобы они не ломали баланс. Итак, повысим Клиру здоровье и урон, уменьшив мобильность. Получится как пример Клир Голем, имеющий замененные болы на шары, а также увеличенный урон как в ближнем бою, так и далее. Но вот маленькая пометочка мешает ему ворваться в бой сразу же. Это уже не средний враг, а довольно сильный враг тяжелого разряда. То есть Клир это весьма уникальный случай противника, где ему нужно придумать абсолютно новые механики, либо полностью заменять снаряд дальнего боя для создания более уникальной версии. А также не стоит забывать про ближний бой, где он мог бы обзавестись новыми вариантами атаки, кроме самого прыжка на игрока. Ну, переходим к следующему противнику, биомеханоид старший. Это тяжелый паренек, который обладает довольно сильными атаками, очень живуч, является медным противником. Чтобы придумать вариацию биомеханоида, много придумывать не нужно. Замена снарядов, перекраска, увеличение хп. Это самые простые, верно? Как насчет того, чтобы просто увеличить их урон, добавив еще одну разновидность атаки?
Например, сюда бы неплохо подошли прицельное наведение, где там стрельбы бы замедлялся, ракеты наносили бы такой же урон, но при этом ракеты буквально следовали за игроком, а биомеханоид бы не двигался, удерживая некий прицел на игроке. Изменение здоровья биомеханоида будет сказываться на перенос его в класс либо мини-боссов, как горные рептилоиды, либо в разряд боссов, что нам не нужно. Но как только вспоминаем о мобильности, то сразу можно понять, что биомеханоид слишком мощный, чтобы получить увеличение мобильности. А значит, нужно либо ослабить его, либо усилить игрока. Но как вариант для мобильности, можно было бы рассматривать прыжок на некоторую дистанцию с нанесением урона в той области, куда биомеханоид прыгнул. На этом с врагами стоит закончить, так как все это балансируется по SS3 или SSHD Title, а значит изменения врагов в более сильную сторону должны влечь за собой усиление игрока за счет нового оружия или с помощью различных баф-механик. Оружие. Сколько оружия в воркшопе? Ёшкин кот. Мне кажется, мы уже имеем в воркшопе гигантское количество вооружения, как сбалансировано, так и не очень. Можно было бы обсудить различные темы, как альтернативный огонь, универсальное вооружение, но эта тема настолько большая, что она займет, наверное, тему отдельного ролика. Карты. Насчет карт у меня есть идеи, но реализовать их может лишь маппер, коим я не являюсь. Карты в Сэме нынче это просто уровень с своим мини-сюжетом, который часто не важен. Имеет своих противников и классический геймплей. Ну и боссов, если автор решил их добавить. Маппинг – дело сложное. Если хочешь, правда, красивую карту. Но одно дело, если хочешь красивую карту, и другое, если хочешь создать на ней хороший геймплей. То есть маппер должен понимать архитектуру, как она должна выглядеть, чтобы не резать глаз. Должен знать работу с освещением, использованием текстур уместно и балансировать между количеством контента. При всем при этом он не должен забывать про баланс уровня, чтобы играть было приятно. Проще говоря, создавать карты – дело не из простых и забирает много времени, учитывая, что по итогу всегда появятся недовольные. Но, несмотря на это, мапперы продолжают совершенствоваться. Вот как раз недавно Neo Minigun выпустил карту с полностью разрушимым домом, который даже просто разрушать приятно. Мне кажется, что разрушаемые элементы на картах можно было бы использовать не только как сюжетную дырку в стене, через которую вырывается кто-либо, но и вплетать в сюжет. Как интересный вариант эволюции локации показал уже Battlefield 4, когда с помощью цепочки действий можно было менять поле боя, обрушивая некоторые объекты или взрывая некоторые части карты. Но мои идеи на этом кончаются. Если подвести итоги, то Сэму стоит двигаться в сторону разнообразия монстров, а также увеличения количества их атак, чтобы каждый монстр был как-то используем во всех сценариях боя. Также стоит конкретно подумать над боссами, так как они никому не нравятся. Потому что никому не нравится простое закликивание, и людям больше понравится опасный, маневренный и мобильный босс, которым будет не просто обладать этими навыками, но и иметь интересные, уникальные механики. Насчет оружия я поговорил в отдельном ролике, но несмотря на это, можно вынести небольшой итог. Оружие классическое весьма неплохое, но нельзя сказать, что ему не требуется замена или улучшения. Как показал тот же Altfire мод, классическое оружие можно улучшить и сделать его более приятным для игры, не говоря уже о кастомном. Насчет карт, я держусь идеи того, чтобы карты имели эволюцию поле боя, чтобы играть было не скучно раз за разом, например, изменение ландшафта, как самый простой пример. Сюжет. Как мне кажется, сюжету всегда есть место, и он обязан быть, но не всякий сможет придумать хороший сюжет. Поэтому этот пункт не обсуждался нормально в этом видео. Спасибо за просмотр видеоролика, надеюсь, вам понравилось, и вы поможете продвинуться каналу, тыкнув лайк и подписавшись, если не подписаны. Серьезно, ребят, подпишитесь, я серьезно занялся каналом. На этом все. Бай-бай.